Доброго морозного утра. Наконец-то у нас, как видите, зима, зимушка прямо в самом своем красивом виде. У нас заходит луна, это так красиво. Все-таки времена года в новом городе вообще ощущаются совершенно по-другому, вообще другое ощущение. Я дождалась, как видите, и у нас замерз пруд, как я и ожидала. Ну, как бы я подозревала, но замерз. Здесь нельзя пока что рыбачить. Вот это немножечко меня расстроило, потому что я рассчитывала на это дело. Вот. Наши растения, кстати, какие-то даже еще вполне себе живут. Вот эти крупные, как его, аграрные культуры, ну, в общем, которые новенькие наши, они вроде как видите, цветут. Ну, то есть они нормально. Там грибочки у нас. Ну, в общем, какие-то даже растения есть. Вот наш помощник, кстати, какой-то кролик у нас уже не алё. В смысле того, что за ним, к сожалению, приходила смерть. А еще у нас скончалось несколько куриц. Что-то как-то у них пошел мор, я так и не поняла, почему. Но они как бы пишут, что по возрасту, но по возрасту у нас ну, вот у нас та самая старшая, она так и помечена и осталась. И она до сих пор жива. А те курицы, которые мы позже заводили, они уже как бы все. Это очень странно. У нас, кстати, по-моему, здесь несколько яиц должно быть отложено. Ну, в смысле того, что я на вылупление сейчас всех. Потому что у нас вот курицы исчезли парочку, не выжили. А нет, ничего нету, вы знаете. В общем, я теперь все яйца, которые можно, я откладываю, чтобы у нас новые птенчики были, потому что, в принципе, у меня уже такая зацикленная система, ну, в смысле того, что они уже сами себя производят, и покупать уже никого не надо. Собственно говоря, чего я и хотела. Так, наша корова еще спит, наши дети там собираются на работу. О, я пропустила закат. Вот какой закат. Смотрите, как красиво. Зима, конечно, потрясающая здесь. В этом что-то есть. Но у нас сегодня, кстати, что у нас, пятница. Завтра мы едем на ярмарку. Мы наконец-то вырастили гигантскую тыкву. Я, по-моему, арбуз пытаюсь вырастить гигантский. Мы завтра представим его на ярмарке. Я ни разу не была на ярмарке. Я уверена, что я что-то не так сделаю, но я в себя верю, что я что-то не так сделаю. Ну, в общем, что мы хоть что-нибудь, но выиграем. Потому что тыква получилась, правда, гигантская. Я вам сейчас ее покажу. Ее пришлось отложить в холодильничек, чтобы она не испортилась. А кто это у нас? Кролик вылез. Прикольно, прикольно. Вот, чтобы она не испортилась, потому что вот эти вот крупные культуры, они, получается, портятся. Но они там 5 или 6 дней, их можно хранить в багаже. Вот молоко, кстати, яйца вообще очень быстро портятся, поэтому я их сразу продаю. А кое-какие овощи я накопила, потому что я хочу после ярмарки, наверное, может, перестроить дом. Я не знаю пока еще. Ну, то есть посмотрим. Я думаю, что мы сегодня успеем только на ярмарке побывать. То есть сейчас мы приведем все в порядок. А в следующей серии уже тогда будем праздновать день рождения нашего Бенедикта-младшего. Мы всех переделаем. Как раз уже будет весна. У них уже будет год, как они здесь. И тогда у нас будет полностью все переделывать. Наверное, тогда мы и дом, кстати, переделаем. Сейчас как раз подзаработаем денежек. Вот, завтра на ярмарке все продадим, потому что... А кто у нас... Кто куда ходил-то? Не поняла. Я слышала, что кто-то куда-то сходил. Так, ладно, ставимся на паузу и сейчас вообще проверяем, кто, где, зачем и почему. Так, да, пятница. Сегодня у нас, кстати, будет морозненько, холодно и ветрено. Вот. Детки наши уже проснулись. А почему мы оказались в душе? А почему они в душе стоят и общаются в душе? Отлично. Я считаю, прям идеально. Идеально. Кстати, по деньгам у нас все неплохо, потому что вот, у нас хорошо пошли, короче, обручи. Не надо их продавать через багаж, я вам вообще не советую, потому что это не те деньги, они в разы дороже продаются через этот, что у нас, продавито. Мне кажется, я в прошлый раз говорила, но еще раз, как бы вообще несравнимые цены, и у нас, в принципе, пошел процесс. А наш Бенедикт уже тоже встал. А где он вообще? А где, ну, младшего я видела, а где старший? А он пошел огородничать. Интересно. А что ты пошел делать? Говорить с растением. Вот так вот. Он такой довольный. Мне кажется, ему вообще понравилось здесь. Вот. Так. Сколько у нас... они сейчас уже все, они уже в школу пойдут. Нам не надо обращать внимание на детей. У нас, кстати, надо часто стирать. Как я уже тоже в прошлой серии говорила, что она, оказывается, затхлая бельишко, может быть. Нам надо регулярно стирать, чтобы был круговорот свежих
вещей. Надо поубирать немножко в нашем домике. Домик уже тоже надо переделать немного их. Ну, вот как раз год прошел, да. Можно немного облагородить дом. Я не буду прям радикально что-то делать. Просто мы, скорее всего, перенесем туалет в ванную. Это очень сильно надо, давно причем. Потому что вот после той ситуации с грозой, это был какой-то кошмар, когда они вообще не могли выйти из дома. Ну, то есть они постоянно, типа, я хочу в туалет, но я не пойду, потому что мне страшно. Они там что-то делают, какие-то пузырьки пускают. Вот, что мне страшно, они там, в общем, писались, мучились, и какой-то кошмар вообще был. Вообще, пойдете в школу, скажи? Да, все пойдут, все хорошо. Так. Ну, выйдите, я хотела Хлою показать. А чё ты раздетая? Я не поняла вообще. Она ручку сжала. Я ей такие красивые когтики сделала, потом покажу. Черненькие, видите, стилетики такие. Чё ты раздетая-то, а? Говорит, довольная, раздетая, бежит. Она, знаете, типа, ой, папа не видит, пошла я в школу в шортах, пока меня не загнали, не одели теплую куртку до пола. И помчался. О, 70 симулеонов у нас было в этом, как его называют? В бельишке, короче, в бельишке. Так, пока наш Бенедикт занимается домашними делами, я с вами пообщаюсь. Во-первых, у нас еще хотят один обруч купить, что невозможно, меня радует, вы себе не представляете как. Во-вторых, у нас какую-то почту нам принесли, надо забрать. Так, где наша почта? Что это? Они сказали, что почту принесли, а что за почту? Сейчас узнаем. Сейчас он сначала в курятниках там почистить, а то наши куры очень любят от нас, типа, убегать, но они говорят о том, что ой-ой-ой, вы нас очень плохо кормите, не заботитесь о нас, и мы вообще от вас убежим. О, у нас выросла еще курочка, отлично. Так, откройся, пожалуйста. Я вам хотела же тыкву показать, я же обещала. Так, она где-то здесь была. Вот она, да? Да, 446, представляете, симулеонов. Нам за эту тыкву 60 килограмм она весит. Смотрите, какой гигант. Но она зелененькая почему-то получилась. Не белая, не рыжая, никакая. Но вот мы завтра с ней поедем. Давайте сразу я перенесу сюда, чтобы не забыть. А то поедем такие красавчики. Забудем вообще. У нас, да, вот 6 дней она еще может находиться, и потом все. Поэтому я ее хранила в холодильнике. Так, у нас яйца. Хорошо. У нас еще есть несколько обычных тыковок по 190. Слушайте, мы хорошие, наверное, получим... Ну, в смысле, продадимся хорошо. Всего 2 яйца, ну ладно. Так. Потом мы возьмем эту почту, и, наверное же, какое-то у нас что-то есть, получается. Какие-то... Что-то у нас тут есть. Сырой гриб. Вот, о, есть что-то. Вот тоже, кстати, если вот так продавать, то получается меньше денег, чем если продавать через как это называется? Через лавку, короче. Что ж ты так тупишь-то, игра? Бывают в жизни огорчения. Так, дети сейчас придут. Я вам покажу маникюр. Хлоя так почту. Подождите, а что за корреспонденция? Что за корреспонденция? Мне же интересно, это что? Ну-ну-ну. И где? У нас тут, кстати, кучу корма какой-то. Я накупила, я уже не помню. Так, подождите, я не могу найти эту корреспонденцию. Что это такое? Деталь для улучшения. Не то, наверное. У нас куча картохи, кстати. Я ее так хорошенько рассадила, что информация о стипендии это вообще из прошлой жизни. Это я точно. Я забыла. У меня тут было... А что ты, типа, на этом все? Ты решил, что как бы с этим все? Серьезно, у нас больше нигде нет урожая? Нет, серьезно. Ну я же видела вот на этом кустике, помните, в начале мы что-то здесь видели. Что это такое? Подуб? Ну, нет? Ничего нету? Что-то я не могу в него попасть. Странно, что-то происходит. У нас такое бывало? Нет, вот есть. Собери, пожалуйста, весь урожай, а? То как-то я тебе не поверила. Так вот, у нас была история, что у меня вырос еще один петух. Как бы зачем 2 петуха? Это бессмысленное дело. Одного вполне достаточно, поэтому я решила попробовать продать петуха.
Обменять, точнее. На мясо я его не решилась, а вот на какое-то лакомство, мне, видимо, это лакомство. Все? Да что такое? Ну, здесь же есть. Нету? Нету. Все, у нас нету урожая. Так, ну давай тогда. А что у нас есть? Это у нас все лакомство, да? Праздничное лакомство. А что-то много очень лакомств. Прям мощно так. Пикантное. Ну, короче, тогда иди в хлевах убирайся, потому что там уже... А, слушайте, наше животное вообще ни одно, ни второе не хочет выходить. Может, мы сейчас получим удобрение. Мне ж нужно удобрение, на самом деле. Ну, кстати, вот эти все лакомства мы можем попродавать, потому что дружелюбное, зачем оно нам надо? Белковое лакомство из рыбы оно повышает, но оно повышает всего на одно. То есть, типа, если курицы давали... Нет, на курицах я не пробовала. Лама давала 6 порций шерсти, а с этим лакомством 7. Ну, как бы вообще не алё. И что у нас тут еще? Праздничное лакомство. Повышает уровень общения. Ну, у нас и так все хорошо с этим делом. Вот наши детишки, сейчас они туда добегут, и я покажу маникюр наконец-то. А то я его специально ждала, делала. Так сожалела, что раньше его нельзя было сделать, потому что было бы очень круто через маникюр показать, как она развивается. Так, и что? Стоит, мерзнет. Она как раз скрючила ей рючку. Смотрите, какой маникюр. И черные ногтики на ногах. Ну, просто вначале было бы круто, если бы вот это новые, такие совсем длинные расписные ногти, там есть один вид, был бы вообще шикарен. А потом вот эти ногти, потом мы чуть-чуть короче ногти сделаем, а потом уберем практически. Ну, немножко оставим. То есть мы ее все-таки со временем переоденем и волосики переделаем. Но не в этой серии. Как мы оказались в доме? Как так произошло-то? Так, давай-ка отправляй. Сколько? 449. Да мы просто миллионеры. А вот продать можно за 121. Прикиньте, вот какая разница. Просто вообще крышесносная разница. А я давно, кстати, не заглядывала. Они тут у нас... А, ну отлично. Все отлично. Все идеально. Зачем ей что-то вообще? Так, давай тогда почитай, потому что у тебя что-то совсем с... Или поиграй с котом. Это всегда хорошо. С котом всегда можно найти время поиграть, погладить. Это всегда к хорошему. А где играть с указкой? А вот с лазерной указкой. И потом почитай что-нибудь. Восстанови и вышивай дальше, потому что все прекрасно. У нас грибной суп испорчен. Отлично. Давайте вытянем, а то он скоро вам начнет рассказывать, что ему воняет, а это он сам почему-то решил взять суп, но не съесть. Логичненько. Видите, у него вообще тут целый склад. Пока он был мелким, он не может это все продавать, ничего, короче, он с ним не может делать, но вязать может. Но как только он станет подростком, мы это все продавито будет у нас выслано. Так, давай тогда сходи сначала в туалет, а потом... У нас есть игрушечка одна. Поиграй как раз с игрушечкой. У нас кто-то кому-то... А, это папа выловил из чего-то, из водоема какого-то игрушку ребенку. Так, все, давайте. Ясно. Что вы, чем-то недовольны, а не чем-то? Ну, нету у нас телека, нету. У нас хоть электричество есть, но телека у нас по-прежнему нету. Да, есть такой грешок. Но пока у нас и денег на него нету. Так, ага. О, это прям бальзам на душу. Я думаю, нам хватит на второй этаж, вы знаете. Хотя нам надо будет завтра же заплатить еще за коммуналку. Нет, это в понедельник надо платить за коммуналку и 1000 за наш... А мы так и не получили удобрение. Ну, позови этот... Ламу. Ла-ла-ламу. Нам надо завтра еще тоже успеть с утреца. Я не помню, во сколько там начинается эта ярмарка. Я что-то вообще ничего не узнала об этой ярмарке. Или она с утра до вечера. Ну, просто я хочу завтра с утра успеть подоить корову, привести в порядок, ну, ламу подстричь. А, у нас, кстати, лама, вот да. А, у нас там, кстати, корова в одежде, я забыла совсем про это. Во-первых, лама. Знакомьтесь, это лама. Она вот в такой смешной одежонке, попонке. Вот. Давай, пожалуйста, что? Не стричь, не снять одежду. Я хотела, чтобы ты ее помыл. Вот, помой, пожалуйста. А потом только стриги. Потому что совсем не в форме.
А есть у нее... А, сено у нее есть. И чё она голодная-то? Да, ты хочешь, чтобы тебя привели в порядок. В общем, я хочу завтра это все успеть с утреца, чтобы не опоздать на ярмарку. Но она, по-моему, с какого-то определенного времени. Но если Бенедикт пораньше встанет, то я думаю, мы успеем. Так что я думаю, на этой прекрасной ноте мы встретимся уже завтра на ярмарке. Потому что сейчас, в принципе, Бенедикт будет приводить в порядок. Надо еще что-то приготовить, потому что там заканчивается еда. И все, в принципе, они будут ложиться спать. Потому что день в селе начинается очень рано, ну и заканчивается очень рано. Так что давайте тогда уже до завтра, до ярмарки. Итак, я тут распереживалась, что ярмарки вообще сегодня не будет. Я уже приехала со всеми детьми, сейчас только 11:30, но оказывается она с 15:30 до 21:30, так что все нормально, все хорошо. Вот, все будет, но не сразу. Действительно, кстати, такой гриб можно вырастить. Интересно, прям очень сильно. Главное, что мы нашу тыкву взяли с собой. В общем, мы рановастенько приехали, но мы можем успеть как раз продать все наши припасы. А ты вообще работаешь сегодня? В общем, иди сюда, лепить снеговика вместе. О, мы, кстати, можем слепить снеговика потом. Кстати, сейчас мы все продадим и с детьми немножко пообщаемся. А еще, насколько я слышала, хорошо было бы, конечно, с мэром города как-то пообщаться, типа, чтобы улучшить свои шансы на то, что, ну, на выигрыш. Но мы не будем мухлевать, мы будем честно биться. У нас действительно гигантская тыква. Хотя не такая красивая, как эта тыква. О, она в шапочке. Она поменялась. Давайте же узнаем, сколько мы... А что я сказала? Купить, да? Нет. Продать предметы. Почему купить? Потому что я сняла еще один урожай крупных культур. Мне кажется, там все подсозрело сегодня утром. Надоила корову, настригла ламу. Мне кажется, мы прям реально сейчас мощно продадимся. Текс. Белковое молоко продаем все. Что у нас в холодильнике есть молоко. Я сейчас уже взяла за привычку откладывать сразу продукты какие-то, чтобы у нас было. Мы, кстати, достаточно легко пережили зиму. Зиму. Я так переживала, что мы будем голодать, но нормально вообще, без проблем. Все произошло. Я запаслась овощами, и, в принципе, ничего такого не надо было. Ну, в смысле, нам хватило все. О, майонезик. 3 майонезика. Маленькая тыква. Кажется, без удобрений не очень получается. Ну, все маленькое. Маленькое. Маленький баклажанчик. Ну, короче, как-то не очень. Надо постоянно удобрение. Так, огромную тыкву мы не продаем, потому что иначе у нас не будет ничего, что нам выставить. Так, плод граната Д. Полезное Д. Праздничные лакомства. Продаем все, потому что... Так, это я семенов накупила, потому что я же сняла урожай, надо сразу. Так, средняя тыква, вот. Кстати, вот это у нас было с удобрениями. И тоже средняя тыква целых 3. Хорошо. Тут тунец у нас есть, угревая зубатка, форель. А у нас там что-то еще тунца. А, у нас 3 тунца. Ну, давайте все продадим. Шалфей тоже продаем. Так, лама. Лама, кстати, нам хорошо приносит денежек. Так, шоколадная ягода у нас есть отложенная. Шпината полно. По $1. Точнее, 7 миллионов. Ну, хоть что-то. Так, и яйца, все. Яйца я тоже, кстати, отложила. Итого 500 с половиной. Ну, 550 практически. Класс. Вы представляете, какую сумму мы заработали? Вообще с ума сойти. Так, а тут что-то, кстати, снега очень мало. Но он начинает, наверное, растаивать уже. Я хочу найти где-нибудь. Давайте вот здесь. Давайте лепить снеговика вместе. Поболтать не надо. Идите, лепите снеговика. У них же должно быть какое-то совместное времяпрепровождение. А то они как-то не особо, на самом деле, общаются. Дети общаются между собой, а Бенедикт из-за того, что он постоянно в этом своем огороде, либо в хлеву, он редко вообще общается с детьми. Он просто не успевает, на самом деле. А где я малой? Интересно. Может, он сейчас прибежит?
Типунь. В общем, уже хоть какое-то совместное времяпрепровождение. Ты идешь, он с кем-то общается просто. Может, ты присоединишься? Как бы. Там твой... Она вообще ничего не делает. Она, наверное, думает о том, что у меня же новый свежий маникюр. Чё я буду вообще что-то делать? Будь что. Малой такой. Надо и походочку им поменять, и немножко этот характер тоже поменять. Подсмягчить немножко. Надо бы. Мне кажется, оно того стоит. Так, может, тебя просто не назначили? Да, она пошла кофе пить. Серьезно? Ну, пусть идет. А они будут строить. Пусть вообще дети поделают что-то сами, немножко отдохнут, расслабятся, а то я их все равно припахала бесконечно этим вязанием и вышиванием. То есть я сначала думала, что они много будут по огороду помогать, но на самом деле не так уж много. Бенедикт, в принципе, справляется. А чё он завис? Что-то последнее время у меня так стали часто зависать симы, вообще какой-то кошмар. То есть стали и стоят, о, все. Это уже не первый раз такое. Это вот с новым обновлением, кстати. Точно, это с новым обновлением пришло. Интересненько. Прямо интересненько. Что я говорила-то? Я говорила о том, что с огородом он более-менее справляется. Иногда там со скотиной помогает, с этими, ну, и с птицей, и со всеми прочими, короче, животными. Но в основном, конечно, я их заставляю шить, вязать, потому что это приносит деньги. У нас, кстати, еще пара обручей продалось, и прям это помогло нашему бюджету. Как видите, у нас практически 10 тысяч, вы представляете? Я за них горжусь. Я ими горжусь, точнее. Я ими горжусь, честно. Что-то они подвисли с этим делом. Ну, время идет на самом деле. Да, ему бы перекусить на самом деле. Это он сейчас начнется ярмарка, а мы голодные из серии. А вдруг завтра бой, а я уставший. Сделать напиток, работать бар. Ну, возьми хотя бы чипсы. Все, хватит строить снеговика, потому что что-то вы там залипли на этом снеговике, вы не особо как-то общаетесь. Малой пусть сам достроит снеговика. Ты же строишь снеговика, да? Продолжить лепить. А ты иди покушай. Что ты стоишь? Вот опять он застрял. Вот что это такое? Какие-то они странные немножко. Что-то с этим новым обновлением не так. Постоянно какие-то сюрпризы. Не всегда приятные случаются. Это у нас за дяденька такой в вязаном свитере пропал. Исчез. Был дядечка, нету дядечки. Я прям очень жду. Ну пусть он как раз кушает чипсы. Как оно тут все появится? Так интересно. Прям вообще. Ой, в туалет сходи. А где тут? Здесь же есть туалет, правда? А вот. Где-то надо вычислить мужской и женский. А, не. Для обоих полов. Так. Ну, мы должны забрать. Занять наш наблюдательный пункт. Мы его заняли. И ждем. Пока у нас появится ярмарка. Уже скоро, там полчаса осталось. Ой, инопланетянка. Я, кстати, их редко встречаю в других городах. А здесь вот уже второй раз. Интересно, почему так? Там что-то происходит, мне прямо интересно. Что там, что там? О, блин. Ну это мы домой придем и отправим. Вот видите, хорошо пошла торговля. Очень хорошо на самом деле. Сколько там по времени? О, сейчас все будет. Ну, мы с высоты второго этажа... Ой, простите, это меня начало колбасить. Я так нервничаю по этому поводу. Ну как, волнуюсь, я не нервничаю, это такое предвкушение, как это все здесь появится и как оно будет все выглядеть. Я немножко видела, конечно. Мы приезжали как-то в субботу, и здесь была выставка. Но все равно, когда ты будешь участником, тебя это так волнует больше. Ну и что? Где выставка-то, а? Чё ничего не происходит-то? Здесь, правда, смотрите, как-то мало снега вообще. Сегодня последний день зимы, кстати. Сегодня Новый год. Ну, у них. Их не Новый год. Вот. Ну и что? Ну, уже должно. Уже он сходил в туалет. И что? Так, подождите, что такое? Давайте-ка еще раз.
Смотрим, может, они зимой не проводят эти ярмарки? А вдруг даже типа на открытом воздухе, может, они не хотят морозить народ? И овощи тоже не хотят морозить. И что, мы зря приехали? Серьезно? Давай быстрее иди уже. Какой он у меня медлительный товарищ. Так, и момент истины. И еще не началась. 15:30, суббота. Суббота 16:18. То есть либо я что-то чего-то не понимаю, либо лыжи не едут, да? Ну, короче, ждем. И что делать? Давайте слепим еще одного снеговика. Или долепим снеговика, который у нас был. А мало так и лепит там, серьезно. Слушайте, ну это только мне повезло так, что ярмарка так и не началась, да, на которой я хочу участвовать. Да, это что ко мне так везет, как прям... Я самый везучий человек. Правда же? В этом плане. Где наша Хлоя? Она где-то общается с народом. А, она тут в баре сидит. Ну, пусть общается. Пусть. А что у нее там? Общение прокачивается. Кстати, вышивание крестиком всего 5. Как-то обидненько. Что не прокачивается? Общение, наверное, комедия. Что? Прям интересно. О, нет? Я приняла вот эту штуку. Но... Что это такое? А что это такое? Плодоносное дерево. Растущее фруктовое дерево. Где ярмарка? Ну слушайте, а? Что это за прикол такой? Давайте съездим домой и обратно. Может быть, она не хочет появляться, потому что мы здесь тусим? Может быть, так? Я не знаю, давайте проверим. Что это уже как-то... Мне уже вообще не смешно, вообще. Вы будете смеяться, но как только я сказала все, мне надоело, мне это не смешно, я остановила запись, нажала на сохранение, и, как вы видите, ярмарка пришла. Ну что это такое? Я же говорю, какой-то... Ну, я не неудачник, но странноватенько как-то ведет каждый раз. Все действия у меня получается как-то не так. Давайте выставим на конкурс. А он сам выставит что-то на конкурс? А это получается аж для еды, да? Надо еду какую-нибудь потом. Но у него не очень хорошая готовка. А это для чего, интересно? А это просто для украшения? Снег, конечно, никого вообще нету. Так, переставай лепить, давай ставь свою тыкву. Мы ее так долго растили, холили, лелеяли. В общем, что мы столько с ней не делали? Бросай своего снеговика, я тебя прошу, а? Уже и так не так много времени, получается, осталось. А что там происходит? Там поезд, что ли, ходит? Или это машина ездит? Ну, слушайте, он меня не слушается. Как так вообще? Вот там уже кто-то идет, мне кажется. Это вот председатель какой-то, да? Нет? Это дамочка, мне кажется, оттуда. Ну ты посмотри на него. Он категорически не хочет выполнять то, что я его прошу. Он продолжает упорно лепить снеговика. Да? Ладно, поступим с тобой по-плохому. Восстанавливаем объект. Что-то странное с управлением происходит. Пожалуйста, иди выставись на конкурс. Я тебя очень прошу. Мы будем первыми, кто выставится. Может, мы будем единственными, поэтому получим вообще все гранты. Слушайте. Да, огромную тыкву. И чё? Все? А что мы можем с ней что делать? Открыть дневник, просмотреть заявку на конкурс. Делать предмет декора. А ну-ка, заявку посмотри. И чё? В общем, просто так он посмотрел вверх, и на этом все закончилось. А кто-то вообще еще будет выставляться, или мы так и правда будем единственными? Что такое вообще происходит? Ладно, иди еще поешь чипсов. Непонятно вообще, как это все. Мне кажется, из-за того, что мы зимой пришли, вот в это вся проблема.
О, можно же заказать еду. А что до этого только этот был? Запеканку. Я хочу запеканку. Давайте запеканку. Мы пока будем посматривать, что здесь происходит. Итак, отпускаем паузу. Пусть он идет кушает, а мы ждем чего-то, чтобы кто-то еще выставил что-то. Или еще раз надо сохраниться, чтобы все остальные активизировались. Так, ага, наша женщина прибежала. Вот она, председатель все-таки. Так, подождите. Стоп. Так. И что ты думаешь о нашей тыкве? Что, она понравилась ей, нет? Что там записывает. Я аж сама нервничаю. Так, что-то записала. Понравилась, она ей понравилась. Так, второй экспонат пришел. Ага. Ой, мы в этом. А что там интересно? Давайте отползем туда. Мне кажется, это тоже запеканочка, да? Запеканка. Так, уже подчеркнул вдохновление. Ага, это вдохновение. Ну, покрылась этим. Открыть дневник. Так, ну пока только 2 экспоната у нас есть. Больше ничего нету. Ждем. Еще час, получается. До конца выставки она до 21. Ну, раз она так поздно началась, наверное, поздно и сейчас закончится. Но я, кстати, заметила, что у Симов как-то со временем, ну, то есть они как-то планируют мероприятия, и вот часто такие общественные мероприятия, они немножко с опозданием. Это я уже не первый раз. А что ты сердитый? Расскажи мне, пожалуйста. Он с инопланетянкой встретился? Вообще не с пришельцами. Понятно. Ну, мне понравилось ему общаться с пришельцами. Так, ну... А, это тоже, кстати, пришелец же, правильно? Семен Баранов. Пообщайся с папкой. Пообщайтесь. Еще один пришел. Слушайте, а он так прикольно выглядит. Он такой стильный. Такой стильный паренечек. В кепочке такой, с длинными волосиками. Мне кажется, вот у нас в конце Бенедикт будет примерно так выглядеть. А что у нас здесь? Небольшой гриб. Ой, да мы тут против вашего гриба. Можно еще попробовать гигантский гриб, кстати, вырастить. Мне кажется, наша тыква самая лучшая. Самая-самая. А мне интересно, а как вообще этих животных выставлять? Вот это прям задачка со звездочкой, как по мне. Их же тоже можно. Но я так понимаю, что не на все выставки можно это делать. То есть я так понимаю, что здесь какие-то... Ну вот видите, можно... Это в описании было, что можно овощи и продукцию. Ну, как то, что приготовили. Вот. А нет, я себя и вас обманула. Не час, а 2 часа на самом деле. Так. Это еще один. Слушайте, как их много, а? Это серьезно? Это инопланетяне или это просто замерзшие люди? Нет, это инопланетяне. Чего их так много здесь? Здесь есть какой-то подвох, мне кажется. Слушайте, давайте с ней пообщаемся. Я, конечно, сказала, что это нечестно. Фотозадача. Так, обворожительно представиться. Давайте обворожить. У него же, блин, у него прокачанное обаяние. Он может обаять кого угодно. Сегодня в баре... Так, ну давай уже иди. Или она к нему идет, серьезно? Она бежит к нему в бар для одиночек, она одинока. Да серьезно, она сама пришла общаться. Давай обворожительно представься. Ой, какой нос. У, в этом что-то есть. Она вдохновлена. Ой, ой-ой-ой, это было зря. Ей дала ложную надежду. Ну ладно. Я не знала, что это так происходит. Ну, в смысле того, что это связано с романтикой. Мы, похоже, очаровали. Хвалить внешний вид. Ну, мы сейчас ее тогда задобрим. Она, похоже, в восторге от нас. Но зато мы точно уйдем с первой премии. Так, переставай со всеми остальными общаться. У тебя есть клиент поважнее, с кем надо пообщаться. Так странно, что он к ней спиной сидит и общается. Но ей нравится. Нет, это не все, что я ей назначила. Ты можешь с остальными перестать общаться и общаться только с ней. Он и с ней перестал общаться.
что за предложить помочь? А прям интересно, давайте. И что это будет? Он опять не встанет? И? А, это, наверное, с заданиями. А, я не то. Что там надо-то? Предложить посылку нужному персонажу. А какому нужному-то? Давай заодно Новый год отметь. И с ней немножко еще пообщайся. Что-то мы вообще не то делаем. Не так это все делаем. Не очаровываем ее. А у нас уже время как раз подходит к концу. И нам нужно узнать... А как узнать нужного человека? Скажите мне, пожалуйста. А что там вышло? О, у нас тут было что-то страшное. Так, так, посылка, наверное, всем подряд. Серьезно, вы серьезно. Ну, это тогда нужно реально всем подряд предлагать, в надежде на то, что кому-то, да, пригодится. Она у нас угрюмая, отлично. Дружелюбные действия. Это, наверное, надо сначала со всеми познакомиться, а потом только предлагать. Ну, короче, мы не сильно прокачали общение, но зато повеселились. Так, мы познакомились с барменом. Давайте теперь ей предложим. Нам же написали, что всем нужно предлагать посылку эту. Так, заказать напиток. Дружелюбное, наверное. Так. Вручить подарок. Нет. Жаловаться, говорить, делиться. Нет. Все? А, вот попробовать отдать посылку. Давайте. Фу, закончится через час. Фу. Только через час. Ну вот, видите, со временем немножко проблема. У нас, конечно, дети будут не выспавшиеся. А вдруг нам повезет, слушайте. И это будет ее посылка. То есть у нее не было времени, чтобы передать посылку бармену, который стоит в 2 метрах от нее. Нет. Это не ее посылка. Так, ладно. Давайте всем предлагать. Раз всем, значит всем. Давайте, пока у нас еще час даст до того, что закончится наш фестиваль, будем всем предлагать. Раз вы тут так стоите, может быть, специально вы тут стоите. А вдруг? Ну, если что, придется завтра ехать сюда специально и у всех все спрашивать. Что-то у меня не везет заданиями. А, я то, кстати, так и выкинула. Ну, как выкинула? Типа выкинула. Потому что я с ним не справилась и не понимала вообще, как из этого всего выкручиваться. Интересно, дамочка тоже к нам придет здороваться? Такая тусня своя. Тут своя компания. Так, и дамочка придет к нам, нет? А ты кто у нас? Просто Надежда Дроздова, симпатичная барышня. Давайте мы вас всех тут соберем. Приходите к нам, мы будем у вас спрашивать. А потом мы у тебя спросим, нужна ли тебе посылка. Где тут в дружелюбных? А вот, дать посылку. Так, он что-то с ней так и не пообщался, зато с этой решил поздороваться. Обидно будет, если ей надо было, той, которая ушла, отдать посылку. Слушайте, такой нарядец прикольный. А, это же из нового, да? Вот эта рубашечка. Так, один из ребят в школе приставали к моему другу. Я хотел помочь, но не знал как. Что мне надо было делать? Вмешайся и защити друга. Вот так вот. Улучшение показателей решения конфликтов. Ну, ничего страшного. Ты уже с ней познакомился? Нет. Нет еще. Хоть кому-то уже предложи. Слушайте, уже так поздно. У нас там закончилось вообще все, наверное. Ой, слушайте. Ой, нет. Это тыква красивее, чем наша. А почему у нас 16 симулёнов стоит, а наша 400? Весом 43, а наша 30. Это больше и красивее. Еще тортик принесли. Пирог точнее, с черникой, наверное. Малина. О, закончилось все. И чё? 5
Первое место! Мы все-таки заработали первое место радужное. А почему никакой не было этой? Подождите, подождите. Поздравляем, ваша крупная культура заняла первое место. Ищите крупную культуру, покажи своего персонажа или семьи. Не забудьте подготовиться к следующей неделе. Выставка ярмарка Лам. Отлично, мы подготовимся. Конечно же, конечно же. Давайте сразу узнаем, во сколько, и поедем спать, потому что мы уже спать хотим неимоверно. Все причем. И дети, и взрослые, все хотят спать, они уставшие. Завтра я собиралась праздновать день рождения. Я не хочу это пропускать, этот вариант. Но это уже будет в следующей серии. Сейчас мы узнаем последующую эту. Ну, вы поняли? В общем, будем ламу нашу красивенькую, замечательненькую, сделаем ее розовенькой, навяжем ей шарфиков за это время. У нас же умеют уже все вязать. Так, у нас было какое-то... Мне кажется, ли он отдал ему... У нас был какой-то радостный звук. Мне кажется, ли он отдал ему посылку. Так, да что ж такое? Так, конкурс лам. Покажите свою самую красивую ламу на конкурсе лам. Покупайте уникальный. Так, это конкурс шерсти. Выставьте свой лучший шерстный конкурсе. Чем ярче, тем лучше. Вот. Ну, я за то, чтобы... Я хочу выставить теперь ламу. У нас же есть лама? Нет, похоже, это не его. Так, все, ладно, мы все узнали. Наши персонажи уже вообще без сил. Я тоже. Но зато мы выиграли первую. А подождите, я же не показала ленточку. Я сама не посмотрела на ленточку. Она же должна быть красненькая. Вы только посмотрите. Это вообще посылка. Мы не можем сами открыть, нет? Ладно, ладно. Я не такой ужасный человек, как вы думаете. И что? И мы лакомство радужное. Съевшие лакомство дадут радужные яйца, радужное молоко или радужную шерсть. Вот. Мы выставим и шерсть, и ламу. Мы же можем так сделать же, правда? Крутяк. Мы будем самыми крутыми на этой ярмарке, на следующей, точнее, ярмарке. Все, мы сделали план максимум. Наконец-то я добралась до ярмарки. Мы ее выиграли. Я нас всех поздравляю, и себя, и свою семью. Всем спасибо. До следующих встреч, серий. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока.